Я приветствую любителей качественных фильмов и сериалов. Да будут ваши подписки на онлайн-кинотеатры безлимитными. Меня зовут Петр Сивак, и сегодня не простой выпуск, а экскурсия в прошлое, когда проект «Посторонний на площадке» не имел ни формы, ни содержания, а был всего-навсего моим большим желанием показывать вам, что происходит на разных съемочных площадках. Тогда еще я сам себя практически не снимал, поэтому выпуск будет с моим закадровым голосом. В апреле 2018 года я снимал для ТНТ фильм о сериале «Полярный» в городе Кировск в Мурманской области. В это же время там начинались съемки сериала «Перевал Дятлова». Так как я знаком с его режиссерами Евгением Никишовым и Валерием Федоровичем, я смог попасть на их первый съемочный день. О, разобщился прям. Тогда я снимал на всякий случай. Хорошо, что видео пригодилось. Место, по-киношному локация, была выбрана жутковатая. Снимали в карьере. При каждом порыве ветра с его склонов сыпался песок, как из компании 70-летних дедов в молодежном баре. Поэтому все держались от них подальше. Вы их слышите? Да, слышу. Когда я прибыл на площадку, там уже вовсю кипела работа. Тяжелая техника завозила остатки зимнего снега. Ведь даже за полярным кругом в апреле может пригревать солнышко. У художников была задача сделать место еще более жутковатым и ретровым. А что для этого нужно? Правильно, побольше дыма. А чтобы дым окружил площадку, его надо было пустить по специальному рукаву со множеством отверстий. Своего рода дымопровод. Надымили, все стало магически, натурально так выглядит, прям атмосферненько. И запах вот этого дымовой шашки, он прям такой сладковатый, химический. Одним из элементов погружения в загадочное ретро был настоящий ЗИМ-12. Фактически, это автомобиль партийных и государственных структур 50-х годов. А на себя вверх задний, а туда к панели, вверх вторая, вниз третья. Все, пожалуйста. А права есть, кстати? С собой догоните. С собой. Да, водитель оказался шутником и не дал мне порулить. Тем более, что автомобиль нуждался в специальной модификации. Ему меняли фары, устанавливали радиоуправляемую систему стабилизации, для того, чтобы камера могла сделать панораму внутри салона. Давид, бесстрастно панорамируем, да? Опоздали, не опоздали. Так очень ей на лицо, на волосы, Да. от него отворачивается. Слишком сильно. Да, слишком сильно. Если мы сделаем слабее, мы можем вернуться в то состояние, но оно сказочное. Это лучше. Да, это лучше. Кстати, камера была по-настоящему олдскульная, пленочная, что в свою очередь должно было помочь авторам погрузить зрителей в атмосферу 50-х. Хорошо. Это подъезд, и окунание в дырочку. Хорошо, кричать все равно можно? Нет, только на него. В этот день снимались все сцены с вертолетом, включая встречу и проводы главного героя. На пути следующих вертолетов никто не стоит. Но, как вы догадались, самого вертолета там не было, а был только контактный макет из листов жести, палок и смекалки. Уже там. Теперь вы понимаете, почему у художников-декораторов на дачах так много странных вещей. Авиамоделисты страны нервно курят рядом со своими поделками, ведь то, каким нам показали вертолет в первой серии, действительно впечатляет. Здравия желаю, товарищ майор! Капитан Огунев, управление КГБ по Свердловской области! Ветер от винта воображаемого вертолета создавали ветродувы. Они же дополнительно разгоняли дым. И не было ничего более мерзкого в тот день, чем звук, который они издавали. Первую сцену репетировали долго. Нужно было понять, сколько времени актеру необходимо, чтобы успеть произнести текст, потом подогнать машину к нужной точке, выбрать ракурсы, поставить задачу актерам. Будете Свердловские, заходите к нам в гости. Познакомлю вас с семьей. Я напишу вам адрес. Вы что, забыли, где я работаю? Внутри. На самом деле, в Свердловске тоже будет жать машина. Ну, где-то здесь. Получается, плюс-минус нормально она стоит. Только что на ваших глазах произошло историческое событие. Первая репетиция на площадке с артистом. Первая в жизни. Для непосвященного в кинопроизводство на первый взгляд может показаться, что народу очень много, хотя если проследить за каждым, окажется, что все занимаются своим делом.
Если видеоблогер, который все делает сам, напоминает футболиста-одиночку, то съемка кино – это очень большая групповуха. Но не путайте со свингер-клубом. Тут ролями никто не меняется. Кстати, главную роль исполняет Петр Федоров, который за 3 дня до съемок отмечал свое 36-летие. Прежде чем мы разобьем тарелку и Валера скажет какие-то слова вступительные, давайте поздравим Петю с днем рождения. Он у него был позавчера. Ура! И мы хотим тебя согреть. Он еще не знал, что наследует от искусственного снега на нашей съемочной площадке. Вот, так что вот тебе подарок от нас, от группы. Спасибо, это друзья. какое-то утепление, художники специально выбирали. Спецлавки какой-то. Я постараюсь быть самым лучшим Олегом в компании, самым лучшим Костином. Спасибо, друзья. Вторая главная роль у актрисы Марии Луговой. Серьезно? Да. Хорошо, я сейчас И ты такая, серьезно? Нет, а я просто... Ты стоишь такая, типа... И я играю растерянность на самом деле, а выглядит так, да? Хорошо, я попрошу. Нет, он наоборот немножко расслабился от того, что нормально, все Ну, нормально. конечно, да. А я играешь, типа, зачем я это сделал? Ну, ладно. Я очень рада. А самая значимая роль по объему мышц у Андрея Добровольского. И сейчас вот он сядет, и посмотрите, как он переходит. Давай сейчас. Да, ты прав. Пускай он ветошью левое боковое окно протирает. С актерами я поговорю в следующих выпусках «Постороннего на площадке Перевала Дятлова». Петр Федоров, Петр Сивак. Когда такие люди снимают, так вообще начинаешь понимать, что ты не из говна сделал. Съемочный процесс – это множество рабочих смен, но независимо от их количества, на съемках каждого фильма есть несколько основных праздников. Первый – это тарелка, когда разбивают тарелку с именами всех участников, и шапка, когда заканчивают съемки. Потом есть еще шапка по окончанию монтажа и празднование премьеры. Кстати, на одном проекте тарелок может быть разбито целых 2. Одну на пилоте, как сегодня, а вторую перед съемками всего сезона. Ведь если бы пилотная серия оказалась неинтересной, то сериал бы снимать не стали. Тарелку принято разбивать не до начала съемок, а сразу после съемки первой сцены. Это такая традиция. Потом осколки разбирают на память все члены съемочной группы. Теперь 2 слова про Перевал Дятлова. Во-первых, хочется сказать спасибо, что Илья Куликов доверил нам съемки, потом в нас поверил Паша, потом Давид, потом Маруся, потом актеры Петя, Маша, Андрей. Спасибо вам большое. Продюсеры утвердили нас. Продюсеры нас утвердили. В общем, это наш дебют. Мы снимаем кино. Спасибо, что вы с нами. Давайте сделаем лучший фильм на свете. После битья посуды до самого вечера продолжились съемки. Приготовились к съемке, ушли стилисты. Ушли. Ребят, Берем камеру. не выше режиссеров быть. Начали! Стоп! Будет дубль. Будет дубль. Паш, поддержим дым, пожалуйста. Тебе все так. Хорошо, ты запахиваешься, вот эта хорошая штука. Как бы немножко чуть-чуть даже практически от нее закрываешь. Ну да. Вообще мне нравится, что это более стоячее. Да. Видишь, отлично. Не слишком мягко в конце. Как ты немножко вошел в нее. Но мне кажется, нормально. В хорошем кино всегда есть работающий задний план. Для этих целей пригласили несколько человек разгружать пустые коробки. Я уже тут. И пригнали чудом сохранившийся грузовик. Обратите внимание, Закодировано на борту автомобиля. это дата съемок. Режиссеров здесь 2, но поскольку это их дебют, им помогает более опытный в режиссуре Павел Костомаров, известный по сериалу «Эпидемия Вон Гозера». Все стоп. Оператором пилотной серии был Давид Хайзников, тот же оператор, что и в «Эпидемии». Если еще не видели, вы можете посмотреть выпуск по всплывающей подсказке или ссылке в описании. Давид. Я тут. Скажи, это Так будет на пленке? Да. Сейчас такое ощущение, что он сказал тебе, что как бы, я обязательно приду к вам в гости и сделаю с вами что-то страшное. Обратите внимание на этого человека. Это второй режиссер на площадке. Никто не знает его настоящего имени, но все почему-то называют Колямбо. По сути, он правая рука режиссера-постановщика, в пристойном смысле этого слова. А на этой площадке он вообще 2 правые руки. Он следит, чтобы все происходило по плану, пока режиссеры смотрят за игрой актеров в монитор на плейбеке. Давайте заглушим машину. Для меня забавным является тот факт, что киношники последние смены называют крайними. Ну, чтобы не сглазить. Ну, ладно.
Ребят, 20:07. Ну ладно. Понятно, последний раз. Крайний. Снято! Да, было. Давай побыстрее. Давай побыстрее. Раз, два, раз, два. Выходите, подождите, это вот такие направления. Да. Съемки продолжались до самой темноты, а над заброшенным карьером, кроме запаха дыма, витал в воздухе запах очень серьезного киносериального проекта. Да, круто! О, досмотрел до конца, но, пожалуй, это все, что я сегодня могу рассказать о первом съемочном дне на перевале Дятлова. Благодарю за просмотр. Если черканешь пару строк и поставишь лайк, я буду точно знать, что мои усилия не прошли даром. Ну, в крайнем случае, можешь подписаться и нажать колокольчик. Тогда точно не пропустишь нашу следующую встречу. Пока.